как бы футболка не дает проигнорировать себя, да, то есть где мы сейчас находимся? Расскажи, пожалуйста, как ты здесь оказался, да, то есть... Мы находимся рядом с Далстоном в Лондоне, в Великобритании. И самое смешное, что до того, как началась война, до того, как я переехал и так далее, я, в принципе, не планировал оказаться в Англии. Мне казалось, что я, в принципе, в ближайшие 10 лет тут не окажусь. Не знаю почему. Возможно, потому что там опыт пары друзей-музыкантов показал, что сюда сложно получить визу, и я как бы особо и не стремился сюда из-за этого. То есть я думал, там, Азия очень была интересна, там, понятно, в Европу я ездил выступать, и там хотелось в Америке еще раз побывать, но про Великобританию я не думал. Но волею случая я оказался здесь. Но исключительно из-за войны, и до этого я здесь никогда не был. Вот. Но... Переезжал ты сюда через Армению? Да, через Армению, когда война началась, то там буквально через неделю я улетел в Ереван ждать свою еще на тот момент не жену, Дашу. И я думал, что я пережду ее там недельку, я не был в Ереване, и мы поедем в Тбилиси, потому что я был в Тбилиси. Я был в Грузии до этого 2 раза, и мне там очень нравится. Вот, но я прилетел в Ереван и подумал, вау, а зачем куда-то двигаться дальше, потому что это очень, ну, понятное дело, было стрессово, что в Ереване так замечательно оказалось, потрясающие люди, потрясающая страна, я просто, ну, максимально благодарен этой стране, этим людям. И, в общем-то, я там остался, да, полгода мы там жили, и моя коллега Алина рассказала про Global Talent визу в Великобританию, что есть вообще такая штука. И вот благодаря ей я решил тоже попробовать сделать эту визу. И, ну, получилось ее собрать, опять-таки, благодаря друзьям, благодаря... Мне очень помог мой товарищ Ваня Золото, который там, может быть, известен как создатель лейбла Full of Nothing, группа Love Cult и так далее. И благодаря ему в очередной раз, он много раз в жизни мне помогал, за что ему большой респект и любовь. В общем-то, там было написано пару рекомендательных писем. Вот. И от людей, которые здесь живут, и тоже, опять-таки, это было откровение для меня и очень неожиданно и приятно, как говорится, что люди решили помочь достаточно там, ну, именно в музыкальном мире больших каких-то должностей и так далее. Понятно, что я с ними как бы в их изданиях, да, там я пересекался с ними, но у нас не было какого-то прямого контакта и так далее, но они такие, да, супер, давай, мы напишем тебе письмо, написали потрясающие письма. Вот, и это было очень приятно. В общем, короче говоря, я тут оказался волей случая, никогда не было плана здесь побывать. У тебя в последние там года был такой сентимент про то, что вот мне фраза помнится, я москвич и свыкся с этим, да? То есть там была вот такая фраза, да? Была. Не, то, что я москвич, 100%, да. Насчет свыкся, не помню, но... Все ходы записаны, все ходы записаны. Но я к чему? Еще была там, знаешь, про то, что типа вот переезд, да, там тебя спрашивали о как бы потенциальном переезде, да, и ты такой говоришь, типа вот это, вот у меня даже записано, это куча времени на адаптацию, да, и то есть, что это уйдет много лет на адаптацию. Мне вот интересно, да, решение давалось тяжело, да, и вот сейчас ты уже здесь там год и 7 месяцев. Ты уже как бы переехал, или это до сих пор ты находишься как бы вот в процессе вот этого переезда, да, потому что, мне кажется, он всегда такая очень длительная история, да, то есть без конца. То, что вот ты там географию сменил, да, получил визу и так далее, да, это только одна ее часть, да. А вторая там часть — это переехать там, да, как адаптироваться к культуре, как профессионалу, да, вот ты уже переехал, да, ты здесь уже находишься как бы, все, здесь ты свыкся, или ты еще вот в процессе? Ну, есть такой момент, что, наверное, есть осознанный, подготовленный переезд. Это какая-то отдельная история. Я никогда переезжать не планировал, не хотел. Ну, я бывал в разных местах, мне нравилось, но мне нравилось место, где я живу, и мне всегда казалось, что классно быть там, где ты есть, несмотря на все минусы и недостатки места, в котором ты находишься, развивать. Я имею в виду сейчас не про инфраструктуру, там какие-то бытовые вещи, я про музыкальную культуру, да, вот про это все. Вот.
Но, опять-таки, сюда я переехал вынужденно. Вот. Было ли это легко? Далеко нет. Ну, наверняка легче, чем многим другим людям, которым пришлось. Но чувствовали я себя... То есть я не был дома... Уже непонятно, что такое дом, потому что дома-то не осталось, по сути. Я Но хотел спросить, что ты вообще считаешь, ну, как бы... Да, домом, то есть был дом, да, вот Москва, но это же дом, это не дома, не улицы, это какой-то твой круг, какой-то комьюнити людей, скорее это дом для меня был. И дома как бы не осталось, потому что повезло, не повезло, но большая часть, все мои близкие друзья уехали. Или там, да, все мои близкие друзья уехали. Большая часть знакомых уехала. Вот, поэтому от дома мало что осталось. От дома остались родители. Вот единственное что. И дома я не был, там уже вот 3-й год идет. Чувствую ли я себя тут, как дома? Чувствовал ли я себя в Ереване, как дома? Тут я, наверное, чувствую себя больше дома, чем в Ереване. Благодаря тому, что музыкальная культура здесь мне крайне близка, и я себя вот чувствую наконец-то, ну не то чтобы на своем месте, нет, но вот среди прям максимально единомышленников. Вот, потому что всю свою жизнь, ну не всю, конечно, жизнь, но большую часть времени меня тянуло именно к UK стороне электронной музыки, если мы говорим про танцевальный мой аспект, и как бы мне всегда это было близко, всегда очень любил все влияния отсюда больше, нежели чем там немецкая техно, да, или, ну, то, на чем, в принципе, последние там 5-7 лет базируется там музыкальная сцена Москвы. То есть Москва, надо там про техно вся в основном. Вот, поэтому здесь я чувствую себя в этом плане супер комфортно. То есть я иду, отовсюду звучит музыка, которая мне нравится, ну, по большей степени музыка мне нравится. То есть из окна на районе, хотя я живу, ну, достаточно в относительно отдаленном районе, типа не какое-то фэнси место, где живут там хипстеры и так далее, просто работяги обычные. И там тоже звучит классная музыка. Для меня вот это шок, вот уже я тут 2-й год живу, для меня до сих пор это шок. Что-то отовсюду звучит музыка, которая мне нравится. Это классно. Чувствую ли я себя тут как дома? Ну, с бытовой точки зрения, да, наверное, уже я как-то привык ко многим вещам, понимаю, как что-то работает. Там, с точки зрения музыканта нет, с точки зрения профессионала нет. Это все занимает намного больше времени, чем хотелось бы. Возможно, это занимает больше времени, потому что я не то чтобы самый пробивной в этом плане коммуникабельный человек. В плане мне очень сложно продавать себя или знакомиться вот рандомно, я имею в виду, ну, нетворкинг, знаешь, типа с точки зрения того, что познакомиться с кем-то, чтобы получить что-то, чтобы познакомиться. Вот эта вся история, потому что как бы всю жизнь я так жил, опять-таки в Москве. Я просто что-то делал, и через дела тебя кто-то узнает, и ты дальше что-то делаешь, и все тебя сами узнают, но не потому, что ты кому-то там, с кем-то нетворкаешь постоянно или сидишь на ушах, а просто потому, что что-то делаешь. Вот. Ну, ты в среде, да, то есть у тебя... Да. Ну и плюс, конечно, мой потрясающий английский невероятный, этот уровень high level. Но, кстати, на самом деле в общении с музыкантами не мешает. Ну, мне кажется, просто в Лондоне еще такая среда, что, типа, здесь очень много людей, для которых английский — это второй язык. Да. И поэтому, в принципе, здесь очень комфортно с плохим английским, да, то есть вот этого там, акценты, это, мне кажется, оно как-то... Здесь оно вообще не стоит особо. Да, и на самом деле это смешно, что когда я был в России, я думал о том, что плохой акцент на английском это какая-то, ну, это что-то не то, это недоработка, это надо исправлять. Когда я приехал сюда, я понял, что вообще поебать, акцент это на самом деле даже супер, потому что, ну, то есть у меня есть знакомые там из разных сфер, и вот один знакомый там из сферы театра и типа хай-арта, у него очень хороший английский. И он, когда вот он рассказывал мне, что когда он приехал сюда, его местные англичане спрашивали: ты откуда? Он говорит: ну, я из России. Он говорит: почему ты говоришь как англичанин?
Типа, зачем ты делаешь вид, что ты англичанин? Говорит, я не делаю вид, у меня просто такой английский хороший, я его выучил таким образом. Но был такой вопрос, типа, зачем ты прячешь свою идентичность? Типа, говори со своим акцентом, это типа окей. Да, этим Лондон мне тоже очень нравится, тем, что каждый день ты выходишь на улицу, слышишь 1000 разных языков, и это воспринимается, если честно, как будто так и должно быть. Вот это типа Вавилонская башня, вот, строим вот не знаю. Когда я смотрю на детскую площадку, там, знаешь, дети абсолютно там всех национальностей вместе играют, мне прямо как-то от этого очень тепло становится. Мне вот интересно то, что ты сказал, да, вот про то, что, типа, музыка тебе здесь приятна, потому что для меня вот был, да, этот вопрос, ну, я его как бы записывал, да, то есть я хотел его обсудить, да. Ты как будто бы, ну, там, ты очень разный, да, то есть, мне кажется, тебя многие люди знают очень по-разному, да, то есть там те, кто любит танцевальную музыку, они знают тебя одного, те, кто любит не танцевальную музыку, знают тебя другого, ну, то есть, как бы, в зависимости от того, там, сферы твоих интересов, да, ты по-разному раскрываешься, да, то есть ты для всех разный. И вот мне было как раз-таки интересно, потому что, да, то есть там последние годы, да, вся танцевальная музыка была какой-то там хард-рам, да, там у тебя были там вот эти увлечения постграймом, да, и вот этим всем в один момент. И мне было интересно, вот когда ты попал, да, в эту среду, в которой, ну, это вот все отсюда, да, это есть какое-то ощущение вот такого единения там, да, с этим, что типа вот я наконец-то дорвался, поэтому, ну, было вот интересно послушать, что ты про это говоришь. В этом есть один минус. Да, давай. Интересный. В том, что когда ты ну, там, приходишь на вечеринки, и люди играют треки, которые ты играешь. То есть нет вот этого экзотического, ты никого не удивишь. Да, тут намного больше ответственности за то, чтобы дигать какую-то музыку и так далее. Ну да, и потому что здесь, наверное, с людьми сложнее, да, как бы за это. Они здесь все в контексте, да, и то есть они такие уже да, на в этом тебя плюс, смотрят, в как этом на... плюс и минус, да. Несмотря на то, что ты был в Москве, да, ты был очень всегда такой космополитичен, да, то есть у тебя много было всегда аудитории, да, допустим, как бы за границей, да, то есть вот людей там отовсюду, да, играл ты везде, везде ездил и так далее, и так далее. Это как-то поспособствовало твоему более гладкому въезду сюда? Ну, это поспособствовало моему въезду сюда, потому что одно рекомендательное письмо мне написал там, главный редактор Wire, другое мне написал главный редактор Quietus. Вот, то есть это помогло, да, но я не знаком лично с этими людьми, но из-за того, что я был в этих изданиях, и так далее, это помогло мне здесь оказаться. Это не персо потом, знаешь, такое, что вот ты комьюнити, да, то есть ты такой приехал здесь, и ты там, знаешь, там с какими-то вот людьми из этой сцены там на хорошие связи и так далее, да, то есть ты все равно вот как-то помогло это с некой там бюрократией, да, там с бумагами и так далее, а потом все равно ты здесь вот переехал, и ты оказался там, да, ну вот как бы в своем каком-то маленьком, да, вот. Ну да, по сути, нет, понятно, что много, ну там, в районе 10 человек, с которыми ты так или иначе пересекался, я имею в виду в интернете. Ты играл их треки, они играли твои треки, и они здесь, но опять-таки здесь типа миллион людей. Ну, каждый день какие-то музыканты приезжают, уезжают, это не то чтобы какое-то событие, и ну, как бы здорово знать, что тут есть какие-то музыканты, которые тебе нравятся, да, но это никогда не было каким-то типа гиперплотным контактом таким, чтобы сразу приехать, прилететь сюда и побежать тусоваться вместе. Вот, поэтому, да, все равно сам по себе немного оказываешься. И, наверное, опять-таки, если быть более напористо коммуникабельным нетворкинг-человеком, то ты всем пишешь «Привет, давай на кофе». Ну, то есть, там людям, которым мне нравится, там, я пишу так, но опять-таки, типа, это Англия, да, давай, через полгода мы увидимся, это абсолютная норма. Вот. А потом там у меня что-то происходит, у них что-то происходит. Мне вот интересно, да, я просто смотрел там, ну, когда тоже готовился, да, вещи, которые тебе нравятся, то есть то, что ты там говорил, да, вот это мне нравится, вот это нравится. Там много фигурировало людей, да, которые здесь там, ну, регулярно выступают, да, то есть там Джеймс Холден, да, он и вообще из города я узнал, в котором я в университете был, да, то есть он из Экзетера, да, я вот в процессе подготовки это узнал, да. Там Айша Деви, да, там концерт, да, когда-то давала, ты там тоже ее упоминал, да. И вот, ну и так далее, и так далее. То есть бесконечность можно перечислять. Меня сначала это все тоже удивляло, когда я приехал, да, то есть я такой, вау, я сейчас буду ходить на все концерты, вау, я сейчас буду слушать все вокруг. А потом очень быстро, ну, как-то от обилия этого, оно, знаешь, начало приедаться. Я стал такой немножко, ну, вот это уже, типа, я такой, как бы, ну ладно, опустим, да, и я такой, это вроде как интересно, вроде как, и вот у тебя как-то вызывает до сих пор это некую какую-то такую радость, да, или вот
тоже уже приелось? Или не успела еще приесться? Ну, я рад просто быть в той среде, где, в принципе, если я захочу куда-то пойти, я смогу пойти куда-то, что мне реально интересно, а не выжимать из себя, да, вот этот интерес. Это здорово. То есть нет, первое время был шок, конечно, потому что когда я сюда приехал, там, условно говоря, то есть я вижу какой-нибудь пост там в обскурном новость, там в обскурном паблике про электронную музыку ВКонтакте, условно. Ну, это супер маргинальная, андерграундная какая-то история. Но при этом я здесь, и билборд как бы там с этим релизом, нет, не билборд, а висит, да. И то, что в России маргинальный андерграунд, здесь как бы вот, на билборде, вот тут на Далстине, как раз вот на этой улице, собственно, это и было, и это меня до сих пор впечатляет. Что было, будешь конкретизировать или не помнишь? Про Масса, кажется, был релиз, да. Ну, здесь это, да, национальный. Ну да, то есть как бы тут это поп-музыка, да, вот, короче, это здорово, это мне нравится. Как ты с городом пытаешься подружиться, да? То есть вот как ты с ним, как ты здесь адаптируешься, как ты в него вливаешься, да? Это какое-то активное, да, ты делаешь для этого там усилия, или это просто там как-то естественно, да? То есть в процессе какого-то там бытия, да, там твоего жизненного. Ну да? давай подумаем, что я езжу на велосипеде. Так. Это очень сильно помогает, на самом деле, поменять перспективу города и понять, как он устроен. Это реально супер работает. Учитывая, что тут еще приятно очень ездить на велосипеде, там, в отличие от Москвы, то это супер. Потому что помогает составить карту города у себя в голове. Потому что до этого, когда ты приезжаешь, такой, ну вот я в какой-то точке. А где... Ну, ты, короче, не видишь карту у себя. Мне это очень... Я не люблю. Ну, натурально, такие островки, как в Да, видеоиграх, островки. типа, где туман, вот это. Да, и ты просто на метро проехал, у тебя тут островок, и все. И начинаешь ездить на велосипеде, и у тебя эти островки соединяются, и это очень приятное чувство. Особенно мне как приятно перекликается с тем, что мне рассказывал мой отец, то есть когда он переехал учиться в Москву из Гукова, то он тоже ездил на велосипеде и узнавал город. Я просто помню, когда маленький был, мы как-то ехали на машине на белой шестерочке, и я у бати спрашивал, а как ты вообще, ну куда, как ты знаешь, куда ехать? Как ты выучил город? И он вот рассказал, что ездил на велосипеде, поэтому у меня это такая приятная отсылка в это не самое приятное время. Вот, что еще? Конечно, там, ну, Даша меня часто вытаскивает на какие-то мероприятия, намного чаще, чем я ее. Вот, и ей тоже за это спасибо. И, ну, там, с помощью каких-то там встретился с каким-то, вот, например, Поль, хороший очень друг Вани, и мы были знакомы по интернету, но в жизни не общались. Он тоже, спасибо ему огромное, писал мне рекомендательное письмо. Он приехал сюда, и мы встретились на дне рождения, на каком-то дне рождения в Хакне, там, в Warehouse. Warehouse это? Warehouse. Ну, в смысле, там, знаешь, где эти склады, и там у людей не апартаменты, как? Ну, короче, живут, просто апартаменты звучат так, как будто... Коммуна. Коммуна. Ну, короче, да, я туда пришел, вот, и Поль там был занят, он диджейл, а вокруг были там под 40 люди, то есть там, дети, они все друг друга знают, семейные. Вот. Я такой, блядь, что я тут делаю? Было странно, но потом разошлось, я там познакомился с Мэттом, ну просто какой-то мужик стоит, Мэтт. Нас познакомил Поле. Ну, он просто сказал, что Мэтт тоже из музыкальной среды. Я такой, думаю, ну, прикольно. Что-то там поговорили про... Я не помню уже про что, но про каких-то музыкантов, которые мне нравятся. Я думаю, о, классно. Типа, Мэтт знает, кого мне нравится, все. Потом оказалось, что Мэтт там это... Там, сейчас, чтобы не соврать, но условно там главный менеджер всех менеджеров на лейбле Young. Такой, вау, и Мэтт мне пишет, слушай, если тебе надо, вот хочешь, походи, вот у меня есть 2 недели к нам в студию. И вот я так рандомно, бам, я оказываюсь в здании лейбла Young, да, откуда там XX, да, там Сампа там и так далее, да, и типа я в их студиях, у них там 4 студии, кажется. Очень круто, в смысле... И за этим ничего не стояло. Просто мы познакомились на мероприятии, и там, я не знаю, видимо, там, Мэтт уважает Поля, Поля ему сказал, что типа я классный музыкант,
Мы поговорили, хорошо поговорили. Я сказал, что вот я только приехал, бам, вот просто человек рандомно, который, ну, типа, работает с кучей звезд. Он говорит, хочешь, приходи в студию просто. Ну, вот сейчас у нас есть время, 2 недели. Все, просто походил, что-то там поделал, было приятно. Ну, было очень приятно, на самом деле, честно говоря, потому что я только тогда переехал сюда, и это как бы тебе такое давало теплое ощущение того, что как бы, тут... Ну, уют, да, некий, что Да, тебя да, принимают. да. Но это вообще тут с самого начала началось. Я помню, мы там шли простуженные, и я зашел в паб Даши взять чай. Ну, типа, это, знаешь, было часа 3-4 дня, то есть паб только вообще там расчехлялся. И я зашел взять чай, чел очень долго искал, где этот чай, налил мне его. И типа не взял с меня денег, потому что ну что за чай деньги просить. Вот, и тоже мелочь, но мне было очень приятно, прямо круто. Вот, ну короче, как-то так, я гуляю, хожу там у себя. Но у меня такой район, там, потому что все равно большая часть времени ты в районе тусуешься, и вот я переехал сейчас, и он достаточно семейный, там в основном там много пожилых людей и много, то есть такой мем, туда переезжают пары, когда заводят детей. Вот, поэтому там очень много мам с колясками, супер, мне очень нравится, но там вот как бы, я пока не понимаю, куда там в комьюнити какое влиться, у меня есть план, там есть комьюнити-гарден, и очень хочется туда как-то летом нагрянуть и там с тетушками, С бабушками. что-нибудь в земле покопаться, да, потому что тянет как-то. Возможно, это связано с бесконечным стрессом от переезда и так далее, но что-то хочется делать руками. Просто вот хочется делать руками. Не в компе, не еще где-то. Блин. У тебя было когда-то до этого такое желание делать руками? Ну, у меня только, ну, в детстве было, там, я когда к одной бабушке приезжал, там табуретки мастерил или еще что-то. Так, нет, только раз, не каждую весну, а через год мне хотелось очень рисовать, именно физически рисовать, там, маслом, и я начинал рисовать, потому что я в художку ходил, видимо, от этого осталось. Но только такие позывы были иногда. Хотя не, вру, в один момент я шил, типа со швейной машинкой. Да. Одно лето было очень прикольно, просто тоже потому, что мне хотелось... Дзюба-спорт, да, что-то поделать руками. И я думал, что бы поделать такого, и чтобы прикольно было, и чтобы можно было какой-то результат достаточно быстро получить. Вот, и шил тогда, было классно. Короче, да, иногда бывает. Ты был в Армении, да, я не знаю, вот ты когда там был, это ощущалось как-то, я здесь навсегда, да, или это ощущалось как какой-то такой перевалочный пункт? И вот здесь ты сейчас, да, то есть у тебя есть ощущение, что я вот тут, да, это как бы... Ну, я когда был в Армении, тогда вообще ничего было непонятно, это только там такой стресс был сильный, я просто, когда переехал, типа 2 месяца из дома не выходил практически. Вот, поэтому те 6 месяцев в Армении странно воспринимались в плане, скорее как... Ну, ты ничего не понимал. Я просто сидел 2 месяца дома, а потом начал судорожно заниматься вот этой визой. И это все в каком-то, не в Минозе таком, в тумане войны как раз таки. Да, вот, а здесь, ну да, ну, типа, что планировать, что не планировать, но в голове, да, в голове я здесь на ближайшие 5 лет точно. А дальше посмотрим. Но опять-таки, как карта ляжет, как правительство Великобритании сочтет для меня в какой-то момент достопочтенным гражданином, не гражданином, а citizenship. Ну, как-то. Ну, Кем? Гражданином. Ну да, но имеется в виду гражданин не в плане гражданства, а что ты, короче, жильца этого города, этой страны. Вот, и, короче, это уже во многом не от меня зависит. Во многом это зависит от меня. Выучу ли я тест Life in the UK? Или не выучу, да? Ну, короче. Ты выучишь. Ты выучишь. Вот, то есть от этого зависит, но в голове, в планах, да, потому что пока не вижу для себя вариантов возвращаться. Вот, поэтому хотелось бы быть здесь, да. Потому что я ездил вот относительно недавно в Ереван, увидеться с мамой и лечить кукуху. И
вот, то есть я был в Ереване, и оттуда я как бы смотрел не на Ереван, а на то, что мне надо уезжать туда дальше, на Лондон. А потом, ну, то есть сейчас я из Лондона съездив в Ереван, я в Ереване просто был как в Ереване. Во-первых, было очень приятно, что ты все там помнишь, ты как бы вернулся в знакомое место, любимое место, где невероятно вкусно, где невероятно вкусная вода, где хорошая медицина, быстрая, в отличие от этой потрясающей страны есть. И ты такой, Осторожно, да? да. Типа, окей, везде есть свои плюсы и минусы, они достаточно значительные, как и плюсы, как и минусы. Но вот откинув все это, все-таки здесь я себя ощущаю намного больше дома, нежели чем в Ереване. Просто потому что здесь вот, типа, вот эта культура, на которой большая часть меня базировалась и строилась, она здесь, да, я сопричастен. И, ну, просто ты знаешь, идешь, видишь какого-нибудь там, ну, полно люди, как бы, они свободные, вот в выражении себя, там идешь какой-нибудь неряшливый дед со странными усами, бабулька там смешная, и ты думаешь, ну, вот это я. Ну, вот, типа, мне будет 60, это вот я. И это очень, ну, короче, да, тут... Ну да, здесь страна, как бы мы это, по-моему, обсуждали, да, много, что она толерантна, ну, к тому, что ты можешь быть любым, да, то есть ты вот можешь... К ошибкам она толерантна, да, то есть здесь можно быть всяким разным, вот там, да, каким-то разнузданным, можно быть там собранным, можно быть там, ну, любым здесь, да, и как бы всем нормально, здесь никто тебя за это не осудит. У меня всегда вот родители просто удивляются к этому, когда приезжают сюда, да, то есть они смотрят, ну, то есть там, на то, какие люди, на то, что вообще на улице, да, происходит. И они просто думают, что люди здесь не стесняются вот быть собой, да, со всеми этими неловкостями, с какими-то, иногда с какими-то там, ну, эксцессами, да, и вот с какими-то такими, ну, очень свободными, да, по отношению к Да, себе. слушай, когда был в Ереване, я просто... Там все невероятно опрятные и ухоженные. Я вот, я даже старался, я выходил на улицу, чувствовал себя, ну, типа, бомжом. А здесь я выхожу на улицу, такой, о, мои люди. Ну, здесь можно, да, есть киви с кожуркой. Это считается, ну, типа, условно, нормально, да, то есть, не знаю, ну, как-то много значит, мне кажется, вот эта свобода просто делать, что тебе как бы угодно, да. Ты скучаешь? Наверное, вот последний вопрос, который я хотел задать, да. Если ты скучаешь, то как ты скучаешь? И скучаешь ли вообще? Вот. Глобально, ну, это скорее ностальгия по прошлой жизни, потому что скучать, как я уже говорил, особо не почему, потому что, ну, того места уже нет, и там, в ближайшей перспективе не будет. То есть все мои друзья, они где-то, кто-то тоже здесь, кто-то, ну, короче, все раскиданы. Вот, поэтому это больше ностальгия. Нет, короче, я не просыпаюсь ночью в поту с мыслью, как же там Бескудникова. Но единственное, что иногда я смотрю, точнее, стал больше смотреть рандомных каких-то российских блогеров. Просто потому, что они ходят по знакомым улицам, и иногда приятно посмотреть на это. То есть это, ну, такое чувство, на самом деле, там много других вопросов возникает, но немного утоляет вот эту, если она какая-то там ностальгия просыпается, ты ее как бы этим тушишь. Вот, а так нет. Скорее, иногда, когда я об этом... Два аспекта происходит. Если я начинаю это чувствовать, то там сразу всплывает злость на тех людей, из-за которых типа это все уничтожено. Вот это чувство скорее. Либо же я просто иногда там, ну, выйду на район или там смотрю в окно или где-то там в метро. В какой-то момент он такой: «Халабысь, ебать, ты в Лондоне». И ты такой: «Что? Где я?» Потом проходит, такой: все нормально. Вот иногда так происходит. Да, но принадлежит другим людям. Типа я тоже, да, считаю так. Я вот когда возвращался там, да, в свой маленький город и просто вообще в целом, ну, каждый раз, даже когда ты приезжаешь, да, это до войны был, ты просто приезжаешь, там сменяется поколение, время идет, ты находишься здесь, да, и как бы ты выходишь, да, из этого контекста, да, и ты можешь считать как бы себя к нему сопричастным в какой-то степени, то есть ты такой: да, там, да, я отсюда, я с вами и так далее, но когда ты не живешь, мне кажется, ты теряешь вот эту, ты от этой земли как бы отрываешься, да, а особенно там, да, случается сейчас там, ну, война, да, и мне кажется, те люди, которые, допустим, ее встретили там остались и сейчас во всем этом находятся, да, они
они уже другие, как бы, да, чем мы, да, то есть мы по-разному мыслим, у нас как бы разные оно все влияет на это, да, и то есть очень сложно, это вроде как бы место тоже, да, а вот, ну, как бы напряжение там другое какое-то, вот, которого не было, допустим, тогда, когда я там, да, допустим, был, ты там был, ну, не знаю. Ну да, нет, конечно, все по-другому. Напряжение для кого, ну, просто все в какой-то момент в своем темпе осознают вещи. Ну, то есть там, у меня есть друзья, которые там, у них политические высказывания очень красивые, там в музыке были, я не знаю, с рождения, условно говоря, потому что там, человек всю жизнь ощущал весь пиздец, который происходит и так далее. Там, ну и потом это стало просто его реализацией, то есть это не было каким-то... Не было. Ну, то есть, когда ты его ощущаешь, мне кажется, все время, да, что вот, да, как бы такая вот среда. И потом все случается, да, то есть это, мне кажется, реализация просто того, о чем Нет, ты... это все равно шок, да, но я имею, да, там, условно, для меня, я там в 19-м, да, году к этому пришел, к тому, ну, к открытию глаз, там, или в 20-м году, никогда, в смысле, еще, короче, во время ковида. Потому что эти ковидные годы, они у меня сломали все летоисчисление, я путаюсь. Все в одно там, да. Да, вот. А люди, которые остались, да, ну, то есть, там, они по разным причинам остались, и они сейчас... Короче, там реально это другая среда, и я ничего про это не знаю. Мне вот просто интересно, да, будет, допустим, не знаю, вообще будет ли когда-то момент, да, когда мы, ну, там, вернемся, да, условно, и что это будет, да, то есть будем мы там нужны, будем мы вообще там как-то этому месту, как будет потом отношение выстраиваться? Ну, это я просто про это иногда... Да, ну, я даже про это, если честно, не думаю, потому что это, ну, типа, как будто бы в моем оптимистичном представлении, хотя, ну, типа, я просто музыкант, типа, это вопрос там, 10 лет. Там с 2019 года, да, там потом, ну, получается, 2021-2022 были там релизы лейбла, да, 2019 был твой релиз, да. Ну и в целом, как бы потом, да, как бы пошел какая-то такая музыкальная именно, да, продуктивность, да, производительность там, ну, такой на спад, да. После войны, понятно, там, да, 2 года практически ничего там не было, да, то есть там было... Ну, Даша на релиз. У Даши на альбоме, да, появлялся. Альбом Даши готовили вместе долгое время, поэтому это воспринималось как тоже... Ну, в смысле, это Дашина работа, Дашин альбом, но... Я всегда поэтому очень осторожно это Да, всегда нет, говорю. в смысле, знаешь, чтобы... да, я понимаю, это просто мы много времени потратили вместе в студии. Ну, мне очень нравится, что ты там выступил в качестве ноунейм рэпера, вот этого отвратительного, абсолютно... Да, в смысле, ну ладно, интенсы, понимаешь, мне нравится пробовать разные вещи, и в тот момент просто это был такой кураж классный, когда хотелось, вот это дало новое ощущение от музыки, что-то поделать у микрофона. Да, потому что не было уже, да, это... Да, и ты воспринимаешь по-другому музыку, это прямо дало свежее чувство, такое детское, мне это очень прикольно. Не, ну я просто говорю с эстетической точки зрения, что это выглядит как, типа, вот этот рэпер на фите, не обязательно, знаешь, который, типа, подвывает, что-то, типа, делает, и ты такой, типа... Да. Но я, на самом деле, супер благодарен Даше, что ей тоже это было смешно, и она вставила меня Фема в свой... 24. Ждем полноценный релиз. Ну, МБ. Жалко, ну, то есть, опять-таки, это все... Были какие-то демо-записи вокала, которые такими остались, жалко, не удалось перезаписать их, еще пару тысяч часов потратить на питчинг голоса, и автотюн, и нарезку всего, чтобы звучало нормально, потому что у меня совершенно отсутствует голос. Мне кажется, если бы это звучало лучше, чем оно есть, то было бы не то. То есть оно должно звучать именно так, как оно звучит. Я понял. Ну, потом, получается, был Beyond Good and Evil, да? Ну, да, это, точнее, как... Да, был этот трек, и он войдет в альбом. И да, потом, ну, у нас выходила коллаба с Никсаном. Да, которая Ома, да. Да, вот последняя, да. Не, ну мне Beyond Good and Evil понравился. Вот там вот эта струна щипковая, вот это. Что это в конце вот это? После того, как там происходит, да, вот эта эмбиентовая часть, там потом вот этот инструмент, как будто бы какой-то типа... Да, это фанушка. Да. Понял. Мне она очень нравится. Я не знаю, она какая-то такая
Она такая простая, она очень успокаивающая, она очень такая транквильная, она... Да. Мне, ну, тоже, на самом деле, мне тоже очень нравится это произведение, Саша. Нет, Мы потому в этой что, точке. ну, на самом деле, просто не все вещи, которые ты делаешь, тебе нравятся спустя время, и они нравятся по-разному. Вот, поэтому... Мне вообще работать не надо. Ты сидишь за меня. У меня просто вопрос был, как ты переоцениваешь, да, то есть, ну, потому что произошли значительные изменения, да, как бы в твоей жизни, да, ты повзрослел там, да, война. Как ты оцениваешь свою там дискографию, работу, которую ты делал, да, там, раньше? Как-то ты смотришь, да, возвращаешься к ним, что-то из того, что там ты делал, стало тебе ближе, кажется сейчас важнее, да, или наоборот, может быть, что-то, кажется, потеряло, да, какую-то свою ценность. Вот как-то ты по этому поводу задумываешься или нет? Нет, по этому поводу не задумываюсь, потому что для меня, поскольку я не выпускаю музыку постоянно, я ее не пишу постоянно, потому что, возможно, потому что я работаю с музыкой, возможно, потому что, ну, я, короче, не пишу, типа, постоянно демки, Ты да. точно, да, как бы, то есть я слышу, что ты должен, как бы, ты говорил, да, что тебе надо найти, типа, звук, когда ты находишь его, дальше все Короче, спускается быстро. что-то должно вести. Либо это просто звуковое какое-то откровение, которое рождает интерес, либо это жизненные переживания, которые двигают тебя для того, что тебе надо выговориться как-то. Вот эти вещи двигают в музыке. Да, а просто так писать скучно. Я, короче, не могу. Не получается. К сожалению, потому что это как раз это не позволяет тебе как бы строить какую-то супер успешную карьеру, бам-бам, сингли-копишка, туда-сюда, что сейчас там требует время. Но не получается, не могу. И как раз-таки поэтому мне очень там свою дискографию прикольно рассматривать, потому что я через нее просто вижу слепки разного меня. И не знаю, классно. Ты говорил, да, что вот тебе важно нащупать, да, вот это какой-то вектор, да, важно вот найти вот это направление, потом релиз идет, да, то есть ты можешь его не видеть, да, его нет, а потом все как бы достаточно само складывается, да, то есть дальше, когда у тебя есть вот это ощущение, да, какое-то направление, да, все собирается достаточно быстро, да. Вот за это время, да, мне интересно просто, тебе просто было не до этого, да, или ты не нащупывал этот вектор, да, или ты там был в нем не уверен, да, то есть вот почему, да, нету, допустим, музыки, да, вот как бы мне интересно вот именно с точки зрения тебя, да, то есть ты не мог ее найти, или тебе не хотелось ее искать? Ну, как бы у меня лежит записанный альбом, который мне надо издать. Он писался эти 2 года, писался в тревожном расстройстве, в тахикардии, в панических атаках. И ну, вот он такой, поэтому мне сложно к нему возвращаться. Он красивый, достаточно реально красивый, на мой взгляд. Но мне поэтому сложно к нему возвращаться. И вот сейчас в финальную точку начать его пушить. И прям, ну, потому что до этого надо его переслушивать, вникать снова в это. А как бы очень не хочется вникать, возвращаться в эти состояния хотя бы на уровне прослушивания. Короче, ассоциации эти. Вот, но он есть. И он этим всем сформирован. Но это заняло, да, какое-то время. Поэтому, ну, у меня вообще часто паузы происходят. Это у меня не в первый раз. Не первый раз в жизни. Ну, у меня не получается писать музыку. Когда я не хочу писать музыку, получается полная хуйня. Я сажусь, я пишу, и это просто настолько паршиво, что от этого становится еще хуже, и потом ты садишься что-то делать еще, получается еще хуже, и тебе от этого становится еще хуже. Это замкнутый круг, пока ты вот как птенчик Феникс из этого не переродишься. Вот, но плюс на это сейчас еще накладывается то, что у тебя там в жизни весь контекст поменялся, и интересы меняются, и тебе как бы надо переосознать как будто бы себя, какой ты вектор для себя сейчас видишь как музыкант и так далее, и так далее. Вот. Потому что сколько мне? 32 года, и там, ну, условно говоря,
Ну, мне, типа, я люблю музыку, да, но вот мне очень сложно взять, пойти на вечеринку просто потому что... Ну, и раньше так было, сейчас еще сложнее. Ну, то есть, если там выступают мои друзья или я туда, ну, не знаю, просто, типа, когда вечеринки — это твоя работа, ну, в той или иной степени была, то, ты как бы, не знаю, не тянет, не тяма. Ну, плюс я работаю с музыкой постоянно, я поэтому так, типа... Часто провожу время в тишине, когда его можно провести Я в тишине. хотел про это спросить, но это такая финальная у меня. Да. Но опять-таки, когда я оказываюсь на... То есть мне очень сложно заставить себя пойти на вечеринку, где звучит что-то, что я не... К чему я просто нормально отношусь. Не вижу в этом смысла, потому что, ну, типа, музыка заебывает, сори. А там понятно, где играет музыка, которую я люблю, туда, да, классно пойти. Можно еще спросить о таком важном какой-то дихотомии, да, такой танцевальная и нетанцевальная, да? Потому что, мне кажется, тебя как бы между этим так разрывает, да, в разные моменты. Я читаю интервью, и там ты говоришь, каждый раз хочется записать все более танцевальный альбом. А потом я смотрю один из шоу-кейсов Пира, который ты снимаешь, и ты говоришь, мне стало настолько легче, когда я перестал пытаться записать танцевальные бенгеры, да? И вот как бы многие там свои прошлые релизы, да, ты именно обсуждаешь там в контексте некой танцевальности. Это как метод, да, там, изучения себя, это как метод постижения остального, да, и твоя музыка, она побуждает, да, вот это танцевально. И при этом очень много, да, там у тебя не танцевальной музыки, да, то есть там, мне интересно, где ты сейчас находишься, да, вот на этих весах, да, и как у тебя там отношения между танцевальным и нетанцевальным там сейчас. Ну, это бесконечная проблема. Нормальный человек бы сделал бы проект А танцевальный, проект Б не танцевальный и не мучил себя. Мне почему-то очень сложно так сделать, потому что это типа плодить сущности эти. Ну, понятно, что, наверное, слушателю удобнее. Ну, короче, не могу себя пока поймать на этом. И да, это самая большая сложность, потому что постоянно хочется все уместить. Уместить не получается. Потом ты делаешь альбом, который там... Вот классно с Well Balanced Rollback получилось. Я как-то вот поймал себя я вот на состоянии, и оно вылилось в одну конкретную форму. Супер. Но так вот не всегда. Вот сейчас не так. Альбом сейчас скорее... Еще с этим связано то, что он долго лежал в столе, потому что я вот эти весы постоянно подкручивал. То мне казалось окей, что там вообще нету треков танцевальных или условно танцевальных. То и потом нет, надо добавить. А нет, не надо, это не подходит этому альбому. И тут, короче, с этими... Это очень сильно расшатывает психику. Ну, это любой музыкант хороший. Ой, я себя сейчас, конечно, причислил к хорошему музыканту. Ну ладно, просто, да, любой музыкант это знает, потому что я вообще не знаю, если честно, хороших музыкантов, которые стабильные психологически в той или иной степени. Потому что музыка очень раскручивает голову. Мне кажется, ну, наблюдается тоже какой-то такой как бы переход, да, отход. У тебя было очень вещи такие некоторые, такие масштабные, да, ну, там, слово эпическое, конечно, да, это, но эпические, да, то есть часто там к ним это эпитет употребляется, к более каким-то камерным вещам, да, и то есть я не говорю, что там это как бы как сопряжено с какой-то там потерей амбициозности, да, то есть сохраняется, вот, мне кажется, все, но оно просто становится все более такое как бы сжатое, оно более становится интимное, да, более близкое. Да, возможно, просто потому что я становлюсь взрослее и менее наивным, и все, и поэтому как бы писать альбом о чем-то вот таком вот кажется немного глупым, да, ну то есть, ну при том, что до этого это делалось абсолютно искренне, и поэтому оно работало, потому что это делалось абсолютно искренне, с верой в это. А это, ну, самое главное правило, мне кажется, вот если ты веришь в то, что ты делаешь, то оно и будет работать. Интересно. Да, потому что сейчас некоторые, ну, то есть ты слушаешь там твою последнюю, да, музыку, и твою, ну, там, эту раннюю музыку, и, конечно, да, вот это ощущение того, что там она стала как будто больше, в тебя, короче, больше в музыке стало. Ну, это там то, что все отмечали, я ничего нового не сказал, но просто в музыке стало больше тебя.
Хорошо. Мне кажется, это хорошо. Ну, лично мне. Ам, Вопрос такой. Да, то есть там в 2019, да, 2020 год, да, помимо того, что там ты своей музыкой занимался, да, ты еще занимался лейблом, да, пиром. Вот мне интересно, на лейбле, да, как бы там сейчас некоторое время тишина, да. Мне просто хотелось бы узнать, да, как бы, почему, да, как у тебя там отношения там, да, сейчас там с участниками, да, с какими-то я там это вижу, да, там воочию, да, ну, вообще в целом, как обстоят дела с пиром? Да, насчет семьи как-то так всегда складывалось. Ну, там, первый мой лейбл Gamify, который был создан там Стасом Хмотом в каком-то там 2010 году. Ну, типа, это вообще, ну, Стас для меня как там крестный отец моей музыки в плане. Он очень многое мне открыл, и как-то в нужное время мы с ним познакомились. И, ну, там сразу, знаешь, было вот это вот семейное ощущение. Вот, там потом Full of Nothing с Ваней. Ваня, ну, вообще, типа, брат мне. Поэтому как-то так складывалось. Ну, короче. Да, а с лейблом, ну, так получилось, что он вырос из моих студентов в ММС, потому что, ну, признаюсь, мне было очень эгоистично, жалко ими делиться. Я подумал, блин, классно, надо делать, короче, лейбл, чтобы птенчики были в гнезде и там росли и вылетали и так далее. Ну, понятно, что на лейбле не только мои студенты издавались, но изначально из этого выросло. Вот, да, и сразу хотелось строить какой-то именно комьюнити, потому что в этом сила какая-то была, и мне кажется, в этом главная сила. Потому что, ну, опять-таки, это теперь называется лейбл, но да, ну, есть Sony лейбл, это там инфраструктура, большие деньги, там менеджеры, тактики. Тут ничего этого нет, это все было про... На ну, коленке, да, такой кустарный. На коленке, да, у меня... В хорошем смысле. Да, у меня было время, у меня была возможность безвозмездно относительно делать, но именно вкладывать в это какие-то свои деньги и время свое, не ожидая, что это как-то окупится. Но опять-таки ничего такого гениального, глобального не вкладывал, это просто так может прозвучать. Кассеты мы печатали, да, типа и мерч, ну, не сотни тысяч рублей. Вот, ну и плюс я понимал, что я могу дать ребятам, то есть у меня есть какие-то связи конкретно в России, да, там, чтобы у них начались какие-то выступления. Вот, там иногда мне предлагали сделать какой-то мой сольный концерт с каким-то гонораром. Я говорил, давайте мы сделаем шоу-кейс пира без гонорара, просто эти все деньги пустим на то, чтобы привести ребят и всех их расселить и так далее, чтобы у них, ну, собственно, так мы вот снимали этот влог, когда мы ездили в Питер и так далее. Я его люблю. Мне он очень нравится, потому что там есть такое ощущение, такое, как когда папа приходит там на соревнования, и он стоит за камерой, знаешь, и он комментирует, он смотрит на своих таких, типа, детишек, и он такой, типа, о, ну, типа, там чувство такой гордости вот есть. Оно есть, оно я не правда, это, то есть, я вообще от этого... оно очень теплое просто от этого ощущения, это как бы, ну, я вообще очень такие вещи всегда люблю, когда, то есть, там, да, ну, показывают вот эту какую-то внутрянку, да, и вот эти там какие-то саундчеки, где все просто что-то стоят, хохочут, какие-то коры мочат, ну, не знаю, это важно. Ну, не знаю, что видеть, ты смотришь на людей, да, то есть ты вот видишь... Да, причем самое крутое чувство, это когда ты там слушаешь музыку там, артиста своего лейбла, ты понимаешь, что ты его учил, ты понимаешь, что он конкретно вот вырос на твоих методах, ну, получается, на твоей музыке, но он ее сейчас интерпретировал и как бы развил туда, куда, во-первых, я и не думал, и у меня не получилось бы вот так сделать, как он. И это так круто. Это просто очень приятное чувство. Ну да. Ты про некоторые треки просто, да, типа там условно говорил, ну, мне просто показалось, там, тебе, когда комментировали что-то, ты говоришь, вот это я бы хотел сам написать. Да, вот именно этот когда момент. Ты слышишь музыку, которую ты хотел бы сам написать, но которую как бы ты не написал, но ты как бы эти семена кинул, но они уже выросли сами по себе. Короче, это странное чувство. Наверное, это то, что чувствуют родители со своими детьми, я не знаю, но предполагаю. Вот, да, ну, и мы супер, я как бы старался всех со всеми знакомить сразу, там, собираться как раз-таки для этого, там вот эти все видео были, какие-то походы куда-то, мы там на картинге ходили, просто чтобы люди дружились вместе, и это дальше работало, собственно, так и получалось.
Потом, последний раз мы все вместе собирались, это вот в Москве перед там буквально... Я не помню. Короче, я не помню, когда я уехал из Москвы. Ну, буквально за пару дней до моего уезда из Москвы мы все собрались у Вовы, Унцы дома, сидели. Классно было. Потом, поскольку лейбл был не коммерческой организацией в плане... Нет, в смысле, понятно, что там... Что это типа лейбл работал при всем при этом в плюс. И у меня... Я просто эти деньги копил, которые именно доля лейбла. Вот. И копил их на то, чтобы начать печатать винил. Ну, в смысле, можно было бы начать его самому печатать, я имею в виду, без этого, но мне хотелось, чтобы... Короче, лейбл работал хотя бы минимально и на окупаемости. Просто в ноль выходить, все, супер. Там были отложены какие-то деньги, и перед отъездом я просто все эти деньги, хотя это были, ну, типа, мои деньги заработанные. Типа, у ребят получают свою долю, я получаю, как лейбл, свою долю. Я просто их все разделил, и всем, у кого были релиз на лейбле, я отправил эти деньги, весь этот заработок, обескровил полностью лейбл. Вот, и... Ну, потому что это все не про... Тогда было непонятно, что, кто куда уезжает, у кого какая ситуация. Это казалось намного важнее, чем жизни какой-то интернет-странички лейбла. Вот, сейчас очень хочется его так или иначе возродить, потому что как минимум три участника этого лейбла сейчас находятся тоже здесь, воля случая. Вот, поэтому хочется, но опять-таки... Но остальные там много кто недалеко, так сказать. Да? А остальные недалеко, ну как, если рассматривать километраж, то да, если рассматривать визовый аспект, то так же далеко, как в любом другом месте на Земле. Вот, да, но... Вау, жесткое чувство дежавю сейчас просто пиздец. Не знаю, у тебя бывает такое или нет. Ну, дежавю бывает, но у меня дежавю все время принимает форму того, что мне это снилось. Вот. И я такой, блядь, мне это снилось. То есть я не знаю, мне это снилось или это дежавю, но каждый раз, когда я это чувствую, я думаю, о, значит, все идет правильно. Вот что я думаю в такие моменты. Отлично. Да, короче, что я говорил. Лейбл хочется возродить. Надеюсь, что-нибудь летом какие-то подвижки к этому начнутся. Вот, посмотрим, да. Но лейбл у меня в сердечке, да. Команду ПКС можно еще открыть. Команду ПКС, конечно. Просто. Конечно, и команду по картингу, и много, и команду по скалолазанию. Да. Много почему можно. Много команд. Да. Блин, ну хорошо. Когда-то там ты говорил, там тебя просили, да, в рамках вопроса, как ты себя ощущаешь, и ты говорил там, я себя ощущаю как там маг в башне, да, такой маг-одиночка, да. Мне это понравилось, да, то есть вот в этом фэнтезийном мире, да, как бы ты такой сам по себе, да, там где-то это, что-то колдуешь, да, и так далее. Всегда хотелось быть ловким рейнджером, но, сука, ты маг в башне. Потом была когда-то там давно другая вьюха или что-то это. Это Cover Journal как раз-таки был вот это. И там что-то говорили типа про электронная музыка в России. Да. Есть ли она вообще? То есть там вот такой какой-то очень крутой заголовок. И там типа ты говоришь, ну, там, а-ля я занимаюсь музыкой, это математика, да, то есть это наука, это физика, да. И меня почему-то это заинтересовало, да, то есть типа вот как маг, да, вот там музыка, там условно как магия, да, как нечто такое, да, вот, ну, несуществующее, да, и вот предмет как физическое, да, явление, да, вот. Когда ты, типа, делаешь музыку, да, там, свою, да, я не говорю, что там про какие-то проекты, а когда ты делаешь свою музыку, ты именно занимаешься, то есть, типа, каким-то исследованием, да, или это какое-то такое очень физическое, математическое, или это вот очень такое? Ну, это я не помню, когда я там говорил про физику и математику. Конечно, музыка — это физика и математика. Ну, звук — физика, музыка — математика, но... Я, конечно, не знаю, что я имел в виду тогда. Я этим не оперирую вообще. Ну, как бы, по сути, да, потому что ты там складываешь синусоиды, да, чтобы получить какие-то звучания, но глобально я этим не оперирую, не опираюсь на это никак. Ну, и у меня, в принципе, нет какой-то базы в голове, чтобы этим осознанно манипулировать. Я там...
ну, неважно, я в какой-то момент там забрасывал какие-то вещи, там есть среда визуального программирования, Max MSP, вот, и в какой-то момент я там в ней развивался, потом понял, что уперся в потолок того, что, надо знать DSP, Digital Signal Processing, для этого надо бы, ну, вообще базовую физику знать. Физику я прогуливал всю школу, и поэтому я такой, окей, все, сюда я не пойду. Вот, поэтому, да, нет, скорее всего, музыка тем прикольная для меня, что это больше про... Понятно, что там очень много технического, как сделать там какой-то крутой патч, тебе надо понимать, там в голове держать, как там все эти модуляции сложить, как это все работает. Но типа мастер, там, бегун, он когда бежит, он не думает о том, как у него там, да, там наверное, думает, но он не думает, короче, о технике, он думает о технике во время тренировки и так далее, когда он на забеге, он что-то другое его движет, им движет. Вот тут то же самое в плане. Это все, конечно, больше про так или иначе до сих пор про какую-то магию, про чувственное и про нежели чем рациональное. Рационального нету вообще. Мне кажется, это про, ну, ты как бы оседлал, знаешь, вот эту, там, условно, какую-то технику, да, то есть, когда ты свободно овладел, да, она вот как раз-таки открывает тебе возможность сделать магию, да, то есть, когда ты в чем-то стал, ну, довольно там уверен, да, там, я не хочу профессионально, чтобы там без этого громко, но вот оно как раз-таки открывает, когда ты свободно всем этим пользуешься, и появляется вот эта магия, да, то есть, ты смотришь, когда на людей, которые что-то делают крутое, ты всегда думаешь, блин, это магия, на самом деле, это просто вот саккумулированный вот этот опыт и знания этого ремесла и так далее, ну, как бы. Вот так как-то. Да, и не знаю, сейчас почему-то, знаешь, ну просто раз я об этом подумал, наверное, надо сказать, вообще рациональная в музыке сложный такой момент. Вот там, ну то есть вот последнее время ты видишь, там, ну я не буду называть имен, но там появляются политические песни. Как бы классно, что это есть это высказывание просто, ну как будто бы, ну сам стейтмент, да, круто. Ну вот если с точки музыки рассматривать, вот, поскольку это очень рационализированный политический стейтмент в музыке, это настолько убого. При этом есть какие-то менее явные политические стейтменты, но которые в музыке более эмоциональные. Просто эмоции движимые, и вот они очень крутые. Ну, были крики, да, вот особенно, знаешь, вот эти не это, а когда человек там пытается что-то докричаться, да, вот это как бы идет, ну или там как бы сказать вот от себя, да, то есть это не какой-то там комментарий, да, это вот такой типа нарратив, да, типа вот я над этим, да, я это осмысляю, да, а когда это типа вот я это пережил, да, я как бы говорю за то, что я пережил, оно сделано под эффектом, да, вот этим, ну. Я не знаю, ну как бы людям, если это работает, замечательно, это просто мое субъективное восприятие этого, то есть я очень... Ну, ты аккуратно, я говорю, как, ну, типа, я с тобой согласен, да, то есть... Да, просто мне кажется очень важным, чтобы там у артиста была позиция, и он ее выражал, но не всем артистам, к сожалению, удается красиво высказать эту позицию именно в своем творчестве, и это не обязательно нужно делать в творчестве многим. Ну, ты просто уберешь человека из музыки, и что останется, да, как бы вот и все, да, ну, как бы. Как вот потрясающие политические высказывания, это вот творчество Саши Зурка-Степла. Вот там, ну, да, и просто в принципе все его выступления, все его релизы — это потрясающие высказывания на тему реальности, в которой мы жили и живем, и это супер-гипер талантливо. Ну, то есть вот это как раз-таки, когда движет тобой не рацио, но при том, что там очень большое рацио, Саша гипер биг брейн и вообще один из самых талантливых людей, которых я знаю. Чуть про работу тебя можно спросить? Да. В пятницу утром, да, как бы, ты там, да, вот музыкальным оформлением, да, там, саунд-дизайном занимался, там, ну, практически всю жизнь тоже, да? Ну да, с 11-го года. С 11-го года, да. Это на плюс-плюс-плюс, правильно? Или до этого что-то? Ну, плюс-плюс-плюс был создан Андреем, собственно, с Андреем мы начали... Благодаря Андрею у меня появился первый заказ. То есть, да, можно сказать, что с плюс-плюс-плюс. Мне вот интересно. Мне очень, во-первых, понравилось заходить на сайт Монолика и смотреть эти вещи. Это вот вторая вещь, которая мне очень понравилась в подготовке. Ну, так неожиданно, такой неожиданно. Я листаю, и все такое глазированное, знаешь, все такое все такое масштабное, ты смотришь, типа, я смотрю на это все выглядит, как, знаешь,
как будто бы из фильма там про Человека-паука или что-то такое. Ну, то есть какой-то, знаешь, там вот эти презентации телефонов, там... Ну, тут из большого что-то там делать, да, получается. Я вот там выписал себе. Там было Lamborghini, да, вот это, какая-то... Ну, машин много было Машин, разных, да. все были. Потом Гуччи был, да, и я вот тоже, да, у меня яркое впечатление, я просто ехал на автобусе на 55-м, на своем любимом, через центр Лондона, да, и я просто приезжаю, и там вот это вот в центре реклама, весь билборд, вот это, типа, я думаю, блин, ну, типа, охренеть. От самого факта масштабности я такой, вау, типа, она освещает все лица красные от нее, да, и как бы вот сам этот образ, да. Ну, короче, там цветной был и так далее. Ну, все, ага. Я к чему? Мне вот интересно. И потом там я, ну, вот это нашел, что ты делал когда-то там ребрендинг водки Алтай. Ну, не ребрендинг, просто реклама. Да, реклама вот была мне водки. интересно, вот эти большие вещи, они ощущаются точно так же, да? То есть вот как какие-то те, вот когда ты начинал. Есть какой-то вообще, вот этот масштаб, он тебя как-то вообще волнует или нет? Это что-то, он как-то где-то торкает или нет? Или это вообще все воспринимается, так, знаешь, абсолютно одинаково? Потому что иногда ты смотришь, думаешь, блин. Ну, скорее ты смотришь на сам проект, на то, как он идет, какая там задумка. Если проект крутой, просто концептуально классный, и тебе приятно с ним работать, то он тебя радует и там, будоражит. А если он идет, ну, как-то сложно, или там концепция сама по себе, она не особо интересная, ну, как бы ты ее делаешь как профессионал, у тебя есть задача, ты ее решаешь, но глобально это тебе не очень интересно, то как бы там независимо от масштаба, это не то, чтобы сильно... Короче, все от коммуникации зависит, от задач. Ну, то есть там Gucci, там, который делался, который стартовал в Шанхае, там сейчас там, был в Лондоне, ну, уже год или сколько, полгода назад, да, там, и потом дальше поедет по миру, да. Было классно очень делать, потому что там было много свободы, и, ну, и проект сам, ну, типа, у нас много очень проектов эпичных, это немного надоедает. Вот, а здесь как бы фэшн-проект, мне очень нравится фэшн-вещи делать, потому что там как бы другой аспект свой подключаешь. Вот, классно было его делать, супер команда была, вот, и, ну, и на площадке было приятно находиться, там, в Шанхае, потому что все тоже заряженные были, и при этом очень легкие. Вот, поэтому тут скорее вот от этих аспектов зависит. А так, нет, будоражило в начале пути. Я помню, когда мы делали, не помню, какой там год был, год, наверное, 13 или 14. Короче, когда детский мир в Москве отреставрировали и открыли, там какие-то невероятные часы, самые большие механические часы в Европе, типа того, и там вокруг них строилось шоу, мэппинг-шоу проекционное. Вот, и вот мы делали музыку и звук, саунд-дизайн для этой инсталляции. В тот момент, да, такое было, типа, вау, я в детстве купил, ну, мама мне купила мою первую мягкую игрушку, с которой я там, типа, потом 5 лет спал. Моя любимая игрушка вся там затыскана, перетерта. Это было в детском мире. И сейчас мой звук в детском мире, куда, типа, главный детский дом страны, вот сюда приходят дети, а тут звучит моя музыка, вау, ну, типа, работал, да, там, или когда были проекции на Большой театр, там, Лебединое озеро, тоже вот было это чувство, но потом уходит оно, вот, и все, и ты просто делаешь работу, но какие-то вещи, да, ты, ну, в смысле, откладываются, круто осознаешь, ну, да, но не все далеко. Вот какие-то такие больше, с которыми эмоционально ты как-то связан. Мне вот интересно, легко ли искать именно баланс, да, то есть типа вот между рабочими вещами и между вещами своими, да, как бы личными. Давид, допустим, вот когда там по работе тебе надо писать, да, а там свое, оно на какой-то паузе находится, или нет такого ощущения какого-то, вот, знаешь, дисбаланса и давления? Вот дисбаланса нет, главный дисбаланс, я сейчас отвечу, а потом раскрою. Главный дисбаланс в том, что если ты целый день работал на работе со звуком, ты потом не будешь заниматься своей музыкой, потому что уши устали. И ты, да, ну просто сложно этим. Либо как бы превозмогать себя. Вот в этом главный минус. Вот. В остальном плане вообще глобально
все это озвучание коммерческое, там свое эго, там очень сложно быть музыкантом, то есть у тебя большое эго. Там, ну, или ты не умеешь его притушить, потому что там оно чаще всего не нужно, не требуется, и никто его не спрашивает. Вот. Я как бы научился это делать, поэтому у меня вообще нет никаких проблем. У меня есть вот работа, там есть задачи, какие-то референсы, либо я сам их, ну, там, мы их подбираем, разрабатываем и так далее, ну, в зависимости от проекта. И ты выполняешь эту задачу, все. И туда... И часто ты там реализуешь то, что ты на секунду задумывался бы реализовать в своей музыке, но ты это выплеснул там, и ты такой, ну и хорошо, это лишнее было, мне это не... Ну, то есть это наоборот как такой, ну, слив, плохое слово, Да, но... ну, мы поняли. Да, вот. Поэтому нет, это две параллельные истории, иногда это доходило до смешного, там, ко мне обращались через, ну, короче, через, типа, рабочие, как бы, источники, там, с каким-то запросом, я делал звук, мне говорили, не-не-не, Федь, нам не монолик нужен, нам ты нужен. То есть, ты такой, я сейчас эту задачу снова фильтрую через себя, но только через как Modular. Окей, и это другие решения, ну, которые больше про меня, но то тоже про меня, понятно, но, короче, да, это две разные сущности. Как-то мы просто с тобой что-то обсуждали, и если бы этот вопрос не задал, да, то я бы не узнал, что тебе очень песня Бумыча понравилась, да, то есть, поэтому... Сколько стоит любовь, да. Сколько стоит любовь. Потрясающая песня. Слушайте все. Ну, реально, но там чувствуется вот настоящее, прожитое. Да, я ее потом слушал. Это дорого стоит. Да, не, это я потом слушал, я думаю, я понял о чем-то. То есть там слушают вот этот нерв, вот эта острая любовь, да, на сломе, как бы. Но у меня вот как бы сейчас к другому, да, так сказать, перейдем. Ты диплом писал про минималистов, да, там, и много ты говорил, да, там, везде о каких-то там своих вдохновениях композиторами-минималистами, да. Вопрос первый будет такой довольно общий. Что ты у них перенял, да, вот как бы именно, то есть вот ты эту тему исследовал, да, там, да, глубоко погружен. Что ты, да, для себя там открыл, да, что вот это в тебе изменило, да, вот так вот? Да, сори, я немного, сколько сейчас, 5 утра, ну не 5 утра, конечно, но... Короче, прикол в том, раскрывая немного, поясняя, что я имел в виду, вот, отскакивая про политические высказывания к минималистам. Когда я писал диплом по минималистам, я, ну, типа, искал научные работы, потому что на них надо ссылаться и так далее. И вот удивительно, что во всей российской научной сфере, да, которая посвящена музыке, одну работу я нашел, посвященную минималистам, которая написана моей однофамилице. Да, это просто угар. И миллион работ по поводу Шопена. Боже, оставьте уже Шопена, пожалуйста. Все там, ну... Короче, и до того, как я ознакомился с работой Переверзевой, кажется, это Татьяна была, сори, я не помню. Короче... Я пытался найти, я не смог. Ну, она в базе Ленинской библиотеки лежит. Окей. Да, ты ее не можешь прочитать онлайн. Типа, ее заказывать надо. Да, вот. И мое любимое произведение, ну и музыкально одно из вообще глобально, и минималистов в целом, это Стив Райх, Different Trends. Да. Я воспринимал это произведение как вау. Очень классные техники использованы, очень крутое настроение. Ну и вообще мне очень оно работает на меня, потрясающе, интересно. Все. Когда я читал научную работу своей однофамилицы, я там узнаю, что Different Trends — это работа, посвященная Холокосту. И типа Райх ездил, брал интервью у тех, кто пережил Холокост, и это их голоса, фразы засэмплированы в произведении, и там музыка шепится под их нарезанное их интервью. Я такой, вау, и типа у тебя работа принимает другое измерение, но без этого знания это потрясающая работа. С этой информацией это еще более глубокая, потрясающая работа высказывания. Ну, то есть такое очень круто. Вот такой уровень, то есть музыкального политического высказывания, мне кажется. Вот, короче, а в чем вопрос был? Минималисты, супер, обожаю, да. Поменяли ли они меня? Да, это была вот точка преткновения. Я, короче, в институте устроил себе челлендж
потому что у меня всегда был этот синдром самозванца, что типа, я музыкант, какой же музыкант, я ничего не знаю, потому что я пришел в электронную музыку, я ничего не знал. Надо мной Стас Хмот угорал все время, я не знал, кто такой Aphex Twin. Такой чел. Типа, реально ничего не знал. Вот, и я начал читать книжку, она называлась типа, там, «Классическая музыка для чайников», и я там, типа, каждый день просыпался, главу одну читал, но не главу, там маленькая глава, посвященная там такой-то композитор. Это летом, который ты говорил, читал на каникулах. Да, летом. Вот, и слушал этого композитора, и все, и оно как бы, прикольно ознакомливаться, узнавать, как вообще музыка развивалась, какой путь, такой кратенький. Что-то отзывалось, что-то нет, большая часть нет, и потом я дошел до минималистов, и такой, вау, это реально круто. И поменяло прям это вот до и после, потому что, в целом вся типа электронная музыка, она репетитивная, это все производное от минимализма глобально. Я имею в виду, если мы говорим про западную музыку, вот, поэтому... То есть это прям корни, да. Гомогенные структуры, да, вот это... Да, понятно, что у минимализма корни в восточной музыке, там и в африканской музыке, но тут с музыкой вообще очень сложно говорить о корнях, откуда точка началась, потому что у любой точки есть более ранняя точка, поэтому вот я сейчас просто определюсь, скажу, вот электронная музыка, да, вся вот танцевальная, это от минималистов. Туда можно дальше пойти. След искать. Да, просто чтобы сейчас мы могли говорить об этом, потому что так мы дойдем до пещерного первого человека, который в барабане там стучит в Африке. Мне просто было, то есть про Райха, да, ты много говорил, да, я упоминал, да, Different Trains и так далее, да, а мне вот интересно, да, про остальных, там, да, про Райли, там, Янга, Гласа, тебе из этого что-то близко, как будто бы у тебя Райх, он немножко как бы впереди, да, то есть он тебе такой, да, у тебя всем более личные такие отношения, да, а остальные нет или как, или там что-то, есть тоже вещи, которые там тебе близки? Просто, опять, рассказать хочется. Я тут вот впервые побывал, то есть я был на каких-то исполнениях Райха, не помню в каком году, там типа тоже в 14-м или в каком-то, далеком уже очень, 10 лет назад, там в гараже исполняли там, не помню, что там было, не помню. Но это было чисто перкуссионное, ритмическое его произведение, не помню какое, то ли хлопки, то ли не хлопки, не суть. А здесь я впервые побывал, собственно, на Different Trains в исполнении в Саусбанке. Это был, конечно, не Кронос квартет, но не менее крутой квартет. Не помню, какой же, но не суть. У меня плохо с запоминанием вообще всего. В этом проблема, то, что мне очень сложно разговаривать иногда с людьми, потому что я много чего знаю, но я не помню названий и имен, и поэтому сложно объяснять, о чем ты говоришь. Я там сидел, просто жесть. Такого не было очень давно, я прямо сижу в этом концертном зале, начинаю плакать, не могу просто от того, что я это слышу вживую. Очень крутое чувство. Да, я, безусловно, люблю и Гласса, и Райли, и Ламонта Янга. То есть, когда я приезжал в Нью-Йорк, я первым делом я пошел к квартире, в которой жила Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе». С мамой смотрели в детстве, для меня это главная точка в Нью-Йорке. Вот. А вторая точка — это у Ламонта Янга, там есть такое пространство музыкально-медитативное, которое он там открыл еще очень-очень-очень давно. Я очень хотел туда попасть, но, к сожалению, туда было закрыто. То есть для меня эти фигуры, они все весомые. Просто Райх, то, как он развил эти идеи, они ближе всего мне чисто эстетически, эмоционально. То есть Гласс супер крутой тоже. Но это уже такое, типа, просто вкусовщина. Вот. Не знаю, как-то... как-то... Да, мне просто... вот это одна из вещей, да, которые, допустим, я там для себя сейчас много исследую, пытаюсь, опять же, там, да, ближе там понимать, да, и то, что мне очень нравится, да. Не знаю, мне Янг, да, там какой-то театр вечной музыки, да, вот это все, что там было, и там, не знаю, там всяческие люди, на которых он там имел потом влияние, типа там какой-нибудь Хенри Флинт, да, который играл на скрипке, да, по-моему, скрипачем в первую очередь. Да, не знаю, там, вообще великолепные вещи, да, то есть, не знаю, это... просто смотри, Райли, да, там, понятно, что грандиозная, великая, идейная NC, да, там,
в до произведение, но просто сам Райленд, у него такой типа психоделический вайб, и это немного кринж для меня, в смысле, это охуенно пошутил, не близко мне, просто чуть подальше, да, там, Глаз, он вообще, ну, в принципе, его работа, ну, вот, половина современной музыки, там, вся неоклассика и то, что звучит в голливудских, вот начало звучать и так далее, это все последствия там, работы Гласа. То есть просто это более такая поп-сфера, наверное. Его поэтому, на самом деле, многие типа не любят, меньше уважают, потому что вот он попсовик, затейник, да. Но я так не считаю, они все невероятно крутые в этом плане чувачки, вот, но да, просто Райх как-то он мне вот по психотипу, видимо, по вот подходу эстетическому больше всего совпал. А из советских? Там, Слушай, Кнайфель, там, Крандорф, Рабинович, Барковский. Там. Я не сильно, на самом деле, вот советских, ну, там, Мартынов, понятное дело. Да, да, я вот хотел, что да, именно я вот там. дальше как-то не сильно углублялся в эту историю, то есть мне как-то, ну, хватило Мартынова и все, но глобально, да, я там, ну, потом там идешь от минималистов к постминималистам. Мне очень нравится, у Райха как-то спросили про его любимую молодую композиторшу, он говорит, ну, Джулия Вульф, супер молодая, ну, типа, я думаю, окей, молодая композитор, сколько ей там за 50, я такой, ого, молодая, реальный композитор, ну, у них там свои. Да, тоже очень мощные работы, вот, я как-то, короче. А у Мартынова мне вот интересно, там это же что там, страстные песни, да, вот для тебя есть какое-то произведение, да, там, которое, да, танцы Кали-Юги какие-нибудь? Есть, то есть... Я просто их назвал, потому что, допустим, Там для меня это... оно путается, я сам постоянно путаю. «Танцы на берегу», «Стена сообщения». Вот одно из них. Либо эти два. Потрясающая работа. Особенно мне нравится она еще тем, что Мартынов там... Я уже не помню деталей, но, короче говоря, он говорил, что вот он, когда его исполнял впервые, это у него было в голове духовно как бы общение с его там ушедшим другом. Вот, и как-то это отзывалось. Ну и просто, ну, оно ощущается, когда слушаешь, очень нравится. И из более позднего и такого там более глобально оформленного, это, наверное, «Дети выдору», его опера, ну, вместе с ансамблем «Опус Пост». Вот, очень круто, очень... Я в Доме музыки его слушал, очень нравится и эстетически, и музыкально. Вот эти работы, наверное, самые любимые. Понял. Вопрос еще был, знаешь, про какой, ну, там, источник влияния? Да. Про хоральное пение. Мне интересно, как бы, откуда там, да, потому что, допустим, да, вот и с Мартыном вы, по-моему, да, обсуждали, что вот он тоже любит хоры, у него мама, по-моему, в хоре работала, там какая-то, то есть у него там, да, ну, это для Кронус квартета да, потрясающая вещь. Конечно, да. Ну, сочинялся. И мне вот интересно, у тебя откуда любовь к хорам? Давай подумаем. Вполне вероятно, что, я уверен, на самом деле, что во многом это связано с тем, что компьютер в моем доме, поскольку у меня отец научный работник, появился, когда мне было 5 лет. То есть в 97 году. Вот. И я учился читать все по «Героям меча и магии» еще вторым. А в РПГ-играх и вообще таких средневековых там, ну, часто используют хоры. И я, в принципе, все детство, у меня была сильная обсессия средними веками. Там, рыцарями, королем Артуром. Вот король Артур. Я в стране короля Артура, потрясающе. Мой этот детеныш радуется, конечно. Ну да, там Стоунхендж и все это. Ну, короче, мне кажется, это связано с этим, с моей любовью изначально детской, вот, типа, через игры, полученные к средневековым всяким штукам. Вот, потому что, ну, а что такое средневековье, да, там музыкальное? Это либо хоры, либо лютни. И то, ну, там, если копать дальше, там, более-менее похоже на лютню, там, классическая гитара, да, звучит, тот же вайб примерно. Вот, ну, то есть, эти вещи обе я люблю, вот, наверное, это связано в первую очередь, как ни странно, с компьютерными играми, вот, а потом, как я к этому снова пришел, я не знаю, не помню, просто как-то, и все, да, ну, я
люблю сильно хоры реально. Я не то чтобы там какой-то сильно верующий, набожный человек, там, чтобы я тебе сказал, вот я ходил. Была бы классная история, да, вот мы с матушкой ходили каждое воскресенье в церковь, и ездили в паломничество. Не, я был там в паломнических местах, там, на Соловках и так далее, но всем следует съездить на Соловки. Вот, мне кажется. Я солидарен абсолютно. То есть, Ну, это посмотреть бесспорно, просто, да, как да. там кайфово жилось. У тебя на телефоне Богоматерь сзади. Да. Почему? И я всегда думаю, по-моему, ты просто упоминал, да, что, то есть там, ну, я и читал из того, что я знаю, да, то есть ты не глубоко там, там, да, то есть ты говоришь, что ты верующий, да, ну, как-то там, да, не конфессионально, возможно, ну, как бы, я не знаю, не без подробностей, да. Мне всегда было интересно, почему, да, Богоматерь, то есть это как она у тебя там оказалась? Да, очень просто. Это из Армении, да. Армения христианская страна, и эту иконку купила Даша, и все. и все, и она положила себе под телефон. Я такой, Даша, я хочу, и я у нее украл. Понял. Всё, ну, то есть, все очень просто. Я люблю иконы, мне нравится, как это выглядит, как бы глобально. Я верю во что-то, я не верую, то есть, вот, но я люблю, то есть, в городе, когда приезжаю, я вижу церковь, мне нравится заходить в церковь, потому что это место, где потрясающе поют хоры, потому что там классно провести можно время, и, да, то есть, ну, короче, я не знаю, мне мне нравятся эти образы и так далее, но это не потому, что Богоматерь, защити меня, да, там. Вот, это просто, наверное, это звучит ужасно, что это просто, типа, это просто эстетика. Вот, но с одной стороны, это просто эстетика, с другой стороны, нет, но конкретно в Богоматери на телефоне ничего нет, кроме того, что я уважаю всех, кто там верует, уважаю всех, кто не верует, потому что все про одно, как бы глобально. Солидарен. Ну да, поэтому... Еще один вопрос, наверное, был, если возвращаться там к минималистам. Вот у тебя были... Сори, момент с хорами. Я подумал, возможно, откуда. У меня моя классная руководительница в школе была, Ирина Константиновна Геро. Великий человек, потому что она тупых, разнузданных школьников из обычной среднеобразовательной школы на окраине Москвы приобщала к великому. Просто памятник надо ставить. Потому что у нас были перемены. Короче, у нас были, типа, знаешь, 3 урока подряд. 2 русских и литература. А Ирина Константиновна у нас вела, помимо того, что она классный руководитель, и русский, и литературу. И когда были перемены между ее уроками, мы не уходили на перемены. Мы сидели, слушали классику разную. По субботам мы ездили... Это была просто ее инициатива, она нас всех вывозила там в Третьяковские галереи постоянно, с экскурсиями и так далее. Вот, и то есть и мне как там, 7, 8, 9 класс, ты как бы подросток, да, вот этот ужасный, ну, все подростки ужасные. Там типа тебя хочет там бухать или еще что-то, там тусоваться, а тебя вот таскают по всем этим местам, тогда это было не до конца понятно, насколько это важно, но это супер все равно заложило. Да, вот. Ну, одного такого учителя достаточно. То есть вот один такой человек, сколько он делает. Да, я потом как бы об этом когда думал, кто меня сформировал, то это мама, папа, Ирина Константиновна Геро. То есть, да, учитель как третий родитель. Вот твои фольклорные, да, ну, не фольклорные, да, там этнографические, там, экспедиции и так далее, да, это тоже... Экспедиции. Люди вне контекста подумают, что я типа реально в экспедиции ходил. Ну, интерес, да, любопытство, там, да, ко всему этому. Ну, там, костры и звезды, скажем, да, они посмотрят, сами поймут, да. Ну, и там, да, и вот эти все альбомы, которые да, то есть там где такие, эти экспедиции, они в голове, да, то есть происходят, они такие, представления о экспедициях, вот. Мне интересно, вот, это же тоже, да, от минималистов, да, то есть там Райх, он же в Гану ездил, там барабанить. Это не от минималистов, это скорее то, в чем мы с ними впоследствии, я понял, что
нам были интересны одни и те же вещи. Но на тот момент я не знал ничего про минималистов. Просто, да, мне вот, ну, там, Мартынов, да, то есть он там про Таджикистан, да, говорил, там, ну, там, Райли и Ян Каниша, там, Они все Нахт, да, это, правильно я говорю или нет? Нахт, я помню точно Нахт, который из Индии музыкант, Да, который раги вот это делает, полуденная рага, вечерняя рага. Ну, там, да, ну, я не шарю за произношение, но, да, все, ну, весь минимализм, он же построен на Востоке. Мне просто было интересно узнать, вот ты этим как это, Не, это просто параллельно. Наши ну, психотипы, да. видимо, и интересы совпадали, поэтому мы смотрели в одну сторону, но это как неосознанное было. Супер. Все, я больше не хочу ничего спрашивать про какую-то музыку. Мне кажется, про важную музыку мы поговорили. Ну и Бумыч, соответственно, в одном ряду. Конечно. Мне кажется, вполне достойно, да. Человеческая драма в музыке, настоящая. Да. У меня такие остались беспризорные вопросы, то есть это которые я не смог никуда вместить, да, и которые как бы вот они, ну, висят, да. Федины штуки, да, вот XDS Beat и Profit Square. Да. Я нашел, даже я даже послушал, все ответственно очень. То есть, честно говорю, да. Мне вот интересно, с какими ты сейчас вспоминаешь ощущениями, да, вот это время, когда ты этим занимался, да? И как ты думаешь, вот Федя тот, что бы он сейчас вот думал, на тебя вот такой посмотрел бы, да, вот на Федю сейчас, что бы он... Да кайф, ну он был бы доволен, я считаю. Не вижу, ну в смысле, все хорошо. Я как смотрю назад, мой первый вот 8-битный проект, с которым я там начал выступать. Ну как выступать? Один раз я ездил в Тулу выступать, да, остальные разы меня мои товарищи, которые были старше меня, которые занимались 8-битной музыкой, они позволяли мне там пару треков сыграть на сцене. Вот, ну, мне до сих пор там многие треки классные. Ну, то есть для музыки, которая написана для геймбоя, для тех, кто шарит за всю спецификацию, это то очень круто. Вот. Рок 1, Рок 2, вот там эти мне понравились. Да, в смысле, Profit of Square это был просто прикол, который там уже был год, 2011 год был, я писал уже электронную музыку на компе. Как будто ты вернулся, да? Типа, я просто такой, окей. Сентимент, да, как будто такой был? Типа, вот я такой, я сейчас шарю уже, как писать какую-то музыку, я сейчас вернусь, возьму геймбой и просто для себя разъебу этот геймбой. Просто пока... Вот, и... Потому что видишь, что он позже как бы... Да, это просто такой, как бы я сейчас интерпретировал... Со своим знанием я бы... Да, ну очень круто получилось, всем советую послушать. 8-битный, вот как дабстеп или реально 8-битный дабстеп или там вонки биты, очень круто, реально круто. Я до сих пор, я горжусь, потому что это было не музыкальное упражнение, это было техническое упражнение. Вот, потому что там есть куча лимитаций. Вот, а Федины штуки, ну то есть XDS-бит это все, типа, это детское, это я имею в виду, ну просто, типа, я учусь писать музыку, а Федины штуки это такой первый релиз был, в котором я что-то почухался уже, да, что куда хочется делать. До сих пор очень люблю эту работу, супер работа, одна из лучших. Это же, кажется, очень достойно, да? Да, очень хорошая. Ну, я имею в виду в контексте моей дискографии. В контексте абстрактного хип-хопа. Мне очень нравится. Я паблики ВКонтакте нашел. Да. Там, Hula Hoop Records. Он вышел, у меня написано на Hula Hoop Records даже. Все это. Ну, я что хочу сказать, там просто несколько каких-то смешных вещей. Мне очень понравилось, что у тебя есть выступление было. Ну, там, XDS Beat, по-моему, в паблике есть фотография, там, Куб Лондон. И это как раз Тула. Вот, да. Я думаю, блин, вот оно замкнулось, как бы. Да. Сейчас я тоже в Лондоне выступаю. А в этом потом мне очень еще понравилось, что там комментарии уже про Федины штуки, типа, вот таких людей в хип-хопе надо больше. Я подумал, что как бы вот таких людей, Федя, как ты, в хип-хопе надо больше, нам не хватает в рэпе таких людей, как ты. И еще одна забавная вещь. Там, типа, 2008 года там пост или что-то такое, и ты там пишешь, типа, те, кто что-то пишет, вот, а ты пробовал писать музыку на компьютере, и ты такой,
я даже не знаю, что такое Ableton. И типа там, ну типа смайлик. И я думаю, блин, типа это, ну, мне просто было круто на это смотреть, потому что типа там через 14 лет вот этот человек, который такой, я не знаю, что такое Ableton, да, он такой типа, Реально я писал такой да, комментарий? я могу тебе скинуть его потом, если Кайф. надо. Я тогда знал только, что такое фэлка, да. Да. Ну, как любой, типа, великий человек, музыкант, он начинает с фэлки. Многие из тех, кого я слушаю, они там и остаются. Ну, потому что большего и не надо. И не надо, да. Иногда нужно ограничивать себя. Лучший враг хорошего. Да. Ауф, теперь я это сделал. Занятий куча, да, всяких было. Да. То есть там ты занимался... Ох, я даже прочитаю, Давай. да, там фехтование было. Да. Потом шрифты, да, у тебя был в Да, один момент да. увлечение шрифтами. Да. Потом скейтборд был, да. Потом, ну, видеоигры это стабильно. Картинг, да, там все там. Потом ты, ну, вот рисовал, да, и там 3D, ну, я бы даже, я бы не включаю, это более серьезно, да, мне кажется, даже 3D, как будто бы ты, ну, не знаю, как-то оно такое, сквозь время тянется. Ну, например, Да, да. шил вот еще. Шил, да. Да. Наверное, что-то я мог забыть, но вот много. Бегал. Бегал, бокс. Ну, это там, типа, да, месяц занятий был. Ну, все было. Много, ну, еще Скалолазание. куча, да, всего. Да, короче, много всего было. Мне интересно, что так много-то ты всего делал? Это типа какой-то, это из любопытства какого-то или это, ну, просто реально, ты так много всего перепробовал, что оно тебе дало, да, и как бы с каким побуждением? Это типа какой-то вот этот дорвался, типа я могу это все делать, и типа от этого какая-то радость, или почему? Ну, я думаю, что глобально это началось с института. Я познакомился когда с Настей Лавозера. И как она мне такая, типа, блин, а я в институте, ну вот на первый, на второй курс был супер зажатый, потому что у меня случилась травма того, что я в школе, типа, ощущал себя, ой, я, ну, такой вот эйджи, типа, такой веселый, классный. Я пришел в институт, понял, что я пиздец тупой, как пробка, тупой и скучный. Потому что, ну, ты выходишь в большой мир, да, вот. И меня это сильно загнало. Вот, и такой, типа, все время недовольный какой-то был, ну, так, внутренне. Вот мне, спасибо Насте, она мне, типа, на это указала, я такой, окей, надо что-то с этим делать. Вот, и у меня было много каких-то, знаешь, зажимов, типа, это не мое, это не для меня. И вот мы были в Гоа, в Индии в 2012 году, первый мой выезд за границу был, и я такой... Тут есть серфинг. Серфинг – это не про меня. Но я попробую. И я попробовал, я такой, а классно мне было, а почему это не про меня? Ну, то есть у меня есть какой-то образ был, да, тогда, когда мне там было 18 лет, что вот есть какие-то серферы, а я не серфер. Это не моя эстетика, не мое все. Я попробовал, такой, кайф. А что еще? А так много всего, что я думал, что не мое, а может это мое. И мне, ну, просто, я не знаю, как стал открытым к вещам, мне интересно пробовать. И я загораюсь, быстро перегораю, скорее всего. Потом занимаюсь чем-то еще. И это помогает отвлечься еще от музыки. И в этом, кстати, ценность музыки в том, что это одна из немногих вещей, которая вот с тобой всю жизнь идет и не уходит никуда. Вот. Наверное, поэтому я и музыкант, потому что я не смог это бросить, а остальное я смог забросить. Вот, ну, то есть какие-то вещи, там, как изобразительное искусство в широком понимании, насколько я был к этому склонен изначально, с детства этим занимался намного более, чем к музыке, потому что я музыку начал очень поздно слушать. Вот, ходил в художку и так далее, и поэтому мне приятно к этому возвращаться, но как-то со мной еще. Остальные вещи, ну, не знаю, просто кайфово пробовать себя в разных ипостасиях. Ну, это как-то естественно происходит, и в этом нету какой-то особой мысли за этим, но... Ну, прикольно открывать в себе какие-то вещи, и это плюс позволяет тебе, во-первых, узнать новые комьюнити, узнать новых людей, и это, ну, просто расширяет твой кругозор, и все. Ну вот я, например, когда шил, ты знаешь, как классно было, я звонил в магазин, там, где куча тканей, чтобы заказать сэмплы. Вот. Не сэмплы, а просто какие-то ткани. И там тетушки, они когда услышали, что типа,
Парень звонит, они такие, блин, сразу такие, ну прям, знаешь, как... Тревога, типа, да? не, наоборот, такие, типа, знаешь, как внучок, Да, типа, да. блин, классно. Ага. Вот, при этом мои подруги, там, с которыми я жил тогда, они мне, конечно, помогали, но булили меня. Типа, шьет он, ну давай. Шить он футболки собрался. Типа, ты пороха не нюхал. Как мы там, да, все детство мучились с этим. Вот, ну, короче, просто с разными людьми открывает дверцы для общения. Это классно. Вот, учитывая, что я в этом плане открытый, но и закрытый. Я готов с любыми людьми общаться, мне кайфово, но при этом мне сложно самому инициировать это. Вот. А это позволяет, потому что у тебя... Повод такой, да. Темы, да, появляются общее разные. что-то есть, да. Ну, и просто не позволяет тебе не тухнуть в этом своем кружке, там, музыкант. Я музыкант только про музыку, музыканта там сожрать можно самого себя. Я когда листал твою инсту, Да. меня очень задел, ну, мне почему-то очень понравился. Там был пост с твоими вот этими рисунками рыцарей, у которых написаны статы и имена. Типа вот ты да, В смысле, это у меня выложено в посте именно? в посте есть это Кайф. видео. Я подумал, потерял. Не, есть в посте где-то. Я только не помню, может не в инсте, но где-то Да, точно да. есть. И то есть ты там листаешь вот эту папку страничек, и там типа имя офигенно, рыцаря. досталось. Типа, Супер, Сань, спасибо. да. И типа там статы, да, и Да. это. Мне вот интересно, да, вот в рыцарей веришь? То есть рыцари, да? Где рыцари сейчас? Вот так вот. Хороший вопрос. Да, вот, в детстве было попроще верить в средневековых рыцарей. Потом, конечно, когда в институте там, глобально изучаешь средневековье, думаешь, ребенок, почему ты столько убивался? Там вообще жуткое время было. Да есть, конечно, я уверен. Конечно, есть. Ну вот, передо мной сидит один богатырь. Не, ну реально, ты не знаю, как бы есть точно. Ну, что такое рыцарь, да? Это, типа, человек, который предан своим идеалам, там, честь, доблесть, вот это все, да. Ну, конечно, есть. Да нет, мне кажется, рыцарь еще храбрый должен, пиздец. Как будто бы, да. Я вот об этом думаю, ну, знаешь, ну, опять-таки в контексте иммиграции. Ты уехал, ну, по сути, ты как бы убежал. Ну, тебя это просто, ну, не знаю, ну, я это так ощущаю все равно. Ну, я имею в виду, как будто в идеальном мире, в глобальном, вот идеальной конструкции, в которую ты читаешь вот эти книжки, фильмы, ты там сопротивляешься, добро побеждает зло и так далее, а в реальности ты просто, типа, съебываешься. Ну, это можно, ну, так или иначе, и... Не все, короче, рыцари есть, но не все мы рыцари. Ну все, с нами был Федор Васильевич Переверзев. Спасибо. О! Кубок. Коряво немного. Да. Ну и все. Все.